Местный участковый карабкался по таежным дорогам на своем УАЗике, везя опергруппу на место преступления. Накануне кто-то залез в сельский магазин. Много не унесли, но напакостили изрядно. Вот с этим происшествием и предстояло разбираться операм из района. Участковый молодой веселый парень старался как-то разговорить хмурых сыскарей, травя им одну местную байку за другой. А еще у нас в ночь на Ивана Купала девки голышом по лесу бегали, радостно сообщал он своим коллегам. Я сам не видел, но говорят. Его оборвал старший опер. Долго нам еще. Да, считай, что уже приехали. Успокаивающе махнул рукой участковый. Сейчас вот сопку проедем, да на следующий поднимемся, а там равнина. Понятно. Снова прервал его опер, недовольно поглядев на часы. Мы тут, похоже, больше кататься будем, чем делом заниматься. Обратился он к своему помощнику-криминалисту, худощавому парню лет 30. Тот ничего не ответил, только кивнул и заулыбался. «У вас тут, поди, и волки с медведями водятся?» — спросил опер у водителя. «Конечно, водится», — с готовностью ответил тот. «Ой, да что там водится, у нас вон егерь целую стаю приручил». «Как это приручил?» — переспросил вдруг заинтересовавшийся криминалист. «Волки же даже дрессуре не поддаются», — спросил он и поправил свои очки. Участковый заулыбался во весь рот, радуясь тому, что все-таки ему удалось заинтересовать этих серьезных ребят. «Дрессуре, может, не поддаются», — согласился он, «а вот дружить могут по-настоящему». И на этих словах он подмигнул задавшему вопрос. «Просто Иван Петрович — это егерь наш», — пояснил участковый, продолжив свой рассказ. «Так вот, Иван Петрович спас как-то найденных им в тайге волчат. Ну, то ли мать их погибла где-то, то ли браконьеры постарались, но вот остались они сиротами. Так он этих двух волчат под корягой-то и нашел. Поглядывая в лесные заросли по сторонам, участковый вдруг замолчал. «Ну, нашел. И что?» Снова переспросил рассказчика заинтригованный криминалист, из-за чего получил недовольный взгляд своего начальника. Зато участковый вновь улыбнулся и, как будто отбросив тень беспокойства, набежавшую на него, продолжил. «А что дальше?» Забрал он себе этих волчат. Благо, сам-то в лесу живет, считай, никуда из родного дома-то и не делись они. Выходил их. Они уже взрослые стали, подруг своих к нему привели. Он снова заулыбался. Сейчас, наверное, волков 20 уже в их стае. Радостно закончил он. Ох, и гораздо врать, товарищ младший лейтенант, недовольно покачав головой, сказал ему старший опер. Участковый хотел было возразить своему коллеге, но вдруг резко ударил по тормозам, и полицейский УАЗик, как будто не ожидая такого подвоха, заскрипев всеми своими колодками, резко остановился. «Что случилось?» — раздраженно спросил опер. «Почему встали?» Участковый пальцем указал перед капотом своего автомобиля. Полицейские посмотрели в указанном положении и остолбенели. На лесной дороге стояло штук 5 взрослых волков. Они будто бы намеренно перегородили дорогу, не давая проехать автомобилю. Участковый посигналил в надежде, что звук клаксона распугает обнаглевших хищников. Однако те, напротив, стали демонстративно ложиться поперек дороги, глядя прямо на людей. Да перестрелять их и дело с концом. Опер потянулся к лежавшему на заднем сиденье автомату. «Не», уверенно остановив его руку, произнес участковый. «Это Петровича волки точно. Я узнал, вон тот их главный». Он пальцем указал на матерого серого волка с проседью на боках. «Да мне все равно, чьи это волки», — уже заорал оперативник. «Мне мою работу делать надо, а не этот твой зоопарк разглядывать». Он жестом указал на перегородившую дорогу волчью стаю. «А вдруг с Петровичем что?» — спросил участковый.
Опять же вас из района дернут. Парировал парень. Да давайте уже сразу проверим, все равно тут рядом. Уговаривал он недовольного сотрудника сыска. Ну, правда, Степан Сергеевич, давайте проверим. С заднего ряда подал свой голос криминалист. И ты туда же. Повернувшись к нему, обратился опер. Да вы что, сговорились тут, что ли? Да и черт с вами. Ладно, давайте проверим. Но учтите, я в этой дыре ночевать не буду. Повезешь меня ночью, если надо будет. Пригрозил он. Участковый согласно закивал головой, продолжая выслушивать ворчание шефа. Мужчины вылезли из УАЗика, и волки тут же сошли с дороги, глядя на приближающихся людей. Участковый шел вслед за ними. Опергруппа в составе 2 человек шла за своим местным провожатым. Через какое-то время стала слышна людская речь. Кто-то громко гоготал, иногда что-то кричали. В общем, чувствовали себя в тайге, как дома. Это и насторожило участкового. Он поделился своими опасениями с коллегами. А те снова отмахнулись от него, не ожидая увидеть ничего, кроме каких-то пьяных отдыхающих. Но то, что они увидели, повергло в шок даже повидавшего всякого на своем веку оперативника. На поляне стояла большая армейская палатка. Рядом с ней были навалены десятки звериных шкур. Некоторые из них еще были не выделаны и растянуты на провилках. Сразу же привлекла внимание огромная шкура тигра, растянутая по борту палатки. Но самое главное, к дереву был привязан тот самый егерь, о котором по пути сюда рассказывал участковый. Он был сильно избит, и тело его безвольно висело на держащих его веревках. «Вот тебе и проверили». Выругался старший опер и передернул затвор своего автомата. «У тебя оружие-то есть?» — спросил он у участкового. Участковый достал свой Макаров. «Только у меня одна обойма», — шепотом сообщил лейтенант. «А у меня вообще оружия нет», — дрожащим голосом сказал криминалист, прижимая свой чемоданчик. «Сиди ты», — махнул на него рукой оперативник. «А ты подстрахуй, если что». Уже обращаясь к участковому, распорядился он и вышел на поляну. «Граждане, это полиция». Громогласно обратился он к браконьерам. «Приготовьте документы и разрешение на оружие и на промысел животных». Ответом ему прозвучал выстрел, который чуть не сбил фуражку с его головы. Опер упал в траву и, передернув затвор автомата, ответил неприцельными выстрелами, обозначив, что ответ будет решительным. Но в этот раз ему противостояли не шпана с подворотней и даже не воры-рецидивисты, а опытные и вооруженные до зубов охотники. Уж они-то стрелять умеют, дай им только шанс. «Плохо дело», — доложил участковый. «У меня только 8 патронов, а их тут человек 12, я насчитал. А где этот?» — спросил опер о криминалисте. «Я его в машину отправил, чтобы помощь по рации вызвал», — пояснил участковый. «Это ты молодец, это ты правильно», — отозвался опер, сделав еще несколько выстрелов и уже стараясь гасить обнаруженные боевые точки. «Только, боюсь, не продержимся мы», — сообщил он, щелкнув пустым затвором. «Все, кончился я», — сказал опер, откинув автомат и перевернулся на спину, словно отдыхая после тяжелого трудового дня. «Ничего, русские не сдаются», — подхватил эстафету участковый и выстрелил из своего ПМА. Но вскоре и его патроны подошли к концу, не принеся желанной победы. «Ну что, все, отстрелялись», — раздался злорадный противный голосок одного из нападавших. «Выходи, мусора, сейчас мы и вашу шкуру натянем». Толпа радостно загоготала, и осмелевшая банда начала медленно приближаться к окруженным полицейским, сжимая кольцо. В этот момент один из наступавших, резко взмахнув руками и упав в траву, заорал, как будто его живого режут на куски. Все обернулись на него,
Но тут еще один из браконьеров дико заорал и упал на землю. Некоторые из ошарашенных бандитов начали стрелять, не понимая, что происходит, попадая в своих же. И тут участковый понял, что происходит. Он радостно заорал: «Волки! Волки! Я же говорил, это его волки!» И действительно, серые хищники устроили массовую охоту на людей. Выжидая удобного момента, волки бросались на людей из высокой травы, в которой они были практически невидимы. И только когда жертва чувствовала на себе, как смыкаются клыки охотника, она понимала, кто на нее напал. В ближнем бою ружья оказались бесполезны. Волки один за другим валили и рвали обидчиков своего спасителя, а те катались по земле, обливаясь кровью и моля о пощаде. Когда взъерошенный криминалист вновь прибежал на известную поляну с вестью о подмоге, все уже было кончено. Участковый с опером, вооружившись ружьями браконьеров, согнали их в одну стайку побитых и окровавленных, представлявших жалкое зрелище негодяев. Отвязав егеря, участковый помог привести его в чувство, и старик под протокол дал показания на злодеяния, учиненные пришлыми. Они все дожидались подмоги, чтобы отправить задержанных куда следует. Сидя рядом с оперативником, участковый произнес: «Вот видите, а вы не верили мне про волков». Немного промолчав, тот ответил: «Так что и про девок правда». «Про каких девок?» — непонимающе переспросил участковый. «Но те, которые у вас тут», — показав рукой круговые движения, пояснил опер, голышом бегают. И все они вместе рассмеялись, чем немало удивили задержанных волками бандитов.